Кто бы мог подумать, что возвращение Чингука и Джина из BTS превратится в человеческое море, способное взбудоражить весь аэропорт? Что же стало причиной этой невероятной толпы? И почему атмосфера, которая должна была быть наполнена радостью, превратилась в хаос с истеричными криками и почти неконтролируемой давкой? Эти вопросы захлестнули социальные сети, удивив фанатов и общественность. Это была лишь волна энтузиазма ARMY или за возвращением двух мировых икон скрывалось нечто большее? Сначала международный аэропорт выглядел как в обычный день. Прибывающие рейсы, пассажиры, стандартная проверка безопасности. Но всего за несколько минут все изменилось. Крики, доносившиеся издалека, становились все громче. Чингук и Джин, только что вышедшие из зоны международных прилетов, столкнулись с картиной, которой даже охрана была не полностью готова. Сотни фанатов, часами ждавших, бросились вперед. Кто-то держал баннеры, постеры, световые палочки или подарки, выкрикивая имена своих кумиров. Камеры телефонов и СМИ пытались запечатлеть лучшие моменты. Каждый шаг артистов становился ценным кадром. Но за дружелюбными улыбками в их глазах была заметна настороженность. Громкие крики превращались в опасную давку. Чрезмерно воодушевленные фанаты начали прорывать линию безопасности. Сотрудники аэропорта образовали плотное кольцо вокруг двух звезд, ведя их к заранее подготовленному выходу. Почему их появление вызвало такую бурю? Ответ, вероятно, кроется в контексте. Чингук и Джин недавно завершили военную службу, и это было их первое публичное появление за долгое время. Долгое ожидание ARMY, помноженное на накопившуюся за время отсутствия тоску, вылилось в эмоциональный взрыв. Дополнительный толчок дала молва о сюрпризе, связанном с новым проектом BTS, что побудило многих прийти лично. Однако у этого гламурного приема была и обратная сторона. Видеоролики VIX, TikTok и Instagram показывали, как из-за давки некоторые фанаты едва не падали, теряли личные вещи и даже испытывали проблемы с дыханием. В соцсетях разгорелась дискуссия, где проходит грань между радостным фанатским приемом и опасной ситуацией. Чингук, стараясь успокоить поклонников, махал рукой и улыбался. Джин, известный своей заботой о ARMY, жестами просил первых рядов немного отойти назад. Но в криках тысяч голосов их слова почти терялись. Некоторые очевидцы утверждали, что HYBE и администрация аэропорта изменили маршрут выхода, чтобы избежать инцидента. Хотя подобное случалось в КПОП и раньше, интенсивность момента побудила часть корейских СМИ назвать это крупнейшей встречей в аэропорту в истории BTS. После детального расследования истина начала проясняться. Сообщения о том, что толпа из тысяч фанатов вышла из-под контроля, оказались ложными. Многие вирусные детали исходили из видео, фото и рассказов, намеренно преувеличенных для драматического эффекта. Во-первых, по данным службы безопасности, фанатов было лишь несколько сотен, рассредоточенных по разным зонам, сильной давки не было. Во-вторых, хаотичное видео оказалось монтажом старых клипов, в том числе за прошлые годы, чтобы создать видимость одного события. В-третьих, HYBE пояснила, что маршрут был спланирован изначально ради эффективности, а не из-за паники. В-четвертых, слух о большом сюрпризе, якобы вызвавшем ажиотаж, появился в анонимном посте на форуме без доказательств. Джин сам подчеркнул, что их прибытие было личным. В-пятых, впечатление о грандиозной встрече оказалось иллюзией сетей, созданной алгоритмами, повторяющими одни и те же кадры. В итоге драматичный образ оказался продуктом онлайн-медиа. На самом деле это был теплый прием двух известных артистов, за которыми следила охрана и которых встречали несколько сотен фанатов. Этот случай стал уроком. Не все, что становится вирусным, правда. Радость естественна, но истории, построенные на ложной информации, наносят вред. В коротком интервью после приземления Чингук и Джин поблагодарили пришедших и выразили надежду встретиться снова в более комфортной и безопасной обстановке. Это простое, но значимое послание напомнило, за всей медийной шумихой они ценят настоящую связь с поклонниками, без искусственной драмы. Кто бы мог подумать, что возвращение Чингука и Джина из BTS превратится в человеческое море, способное взбудоражить весь аэропорт? Что же стало причиной этой невероятной толпы?
И почему атмосфера, которая должна была быть наполнена радостью, превратилась в хаос с истеричными криками и почти неконтролируемой давкой? Эти вопросы захлестнули социальные сети, удивив фанатов и общественность. Это была лишь волна энтузиазма ARMY или за возвращением двух мировых икон скрывалось нечто большее? Сначала международный аэропорт выглядел как в обычный день. Прибывающие рейсы, пассажиры, стандартная проверка безопасности. Но всего за несколько минут все изменилось. Крики, доносившиеся издалека, становились все громче. Чингу